Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами сделаем мутаки или сигаретки, как хотите их называйте. Они получаются очень вкусные, очень хрустящие и ореховые. Немножко можно изменить начинку, но это все я вам расскажу уже по ходу того, как мы будем делать. Рецепт у меня легкий, простой, и мне кажется, получится у всех, даже у тех, кто их делает сегодня первый раз. Начнем сегодня печь со мной, мои дорогие. Вот такие сигаретки у нас получатся сегодня. Сейчас я вам показываю их конечный результат. Полные начинки, очень вкусные, хрустящие, держатся они очень-очень долго. Самое главное, их не накрывать ни крышечкой, ничем, а вот так держите открыто в тарелке, в блюде. Посыпьте сахарной пудрой, как я, и получается замечательно. Для начала нам нужно будет взять 200 грамм сметанки. Сметана любой жирности. Можете даже взять жирный йогурт. 200 грамм. Отправляем в посуду, где будем замешивать тесто. Сюда же я добавляю 1 чайную ложечку без верха соды. Перемешиваем хорошенечко. Добавляю 2 яйца. Яйца я не разделяю на желтки и белки. Я добавляю 2 яйца целых. Сюда же добавляю 100 грамм сахарного песка. Щепотка соли. Все это нам нужно хорошенько перемешать. Очень быстрый рецепт, мне кажется, все его пробовали. У меня просто будет немножко другая начинка, но получится очень-очень вкусно. Сюда же я добавляю ванилин. Здесь у меня 6 грамм в этой капсулке, это приблизительно чуть-чуть меньше, чем пол чайной ложечки. Если у вас ванильный сахар, добавляйте чайную ложечку ванильного сахара. Все, у нас это уже готова смесь. В неглубокую посуду отправляем 500 грамм муки. Мука уже у меня просеянная. Сюда же я отправляю 200 грамм сливочного масла холодного. Можете прекрасно заменить сливочное масло маргарином. И нам нужно будет все это превратить в крошку. Сегодня я натираю масло, постоянно окуная его в муку. Можете то же самое можете сделать просто руками. Масло холодное из холодильника. Делаем крошку, перемешиваем мелкие кусочки масла с мукой, превращая все это вот в такую крошку. Углубление делаем в середине. И сюда вливаем жидкую смесь. Яйца, сметану, сахарный песок и все остальное. То, что мы сделали в начале. Сейчас нам нужно будет это все быстренько перемешать. Нам не нужно это вымешивать до гладкости, как можно быстрее. Ложкой, руками, как кому удобно. Руками, конечно, получится быстрее. Нам нужно все это соединить в один комок, так сказать, в один шарик. Тесто получается мягкое, податливое. Мы его положим в холодильник. Вот такое тесто у нас получается. Отправляем в холодильник, накрываем чем-нибудь и отправляем в холодильник. Это буквально на 10-15 минут, пока мы сделаем начинку. Для начинки я беру 250 грамм грецких орехов. Их нам нужно будет измельчить. Хотите в мясорубке, хотите в блендере, кто до какого состояния хочет. Я их измельчаю не совсем мелко и не совсем крупно. Получится вот такая средняя величины крошка ореховая. Видите, какая она у меня? Мелкие-мелкие кусочки там еще присутствуют. Я сегодня сюда не добавляю сырые белки в начинку. Я буду добавлять джем или повидло. У меня сегодня абрикосовое повидло, 250 грамм. Кто хочет, добавьте клубничное повидло. Кто что хочет, можете добавить любое повидло, любой джем. Абрикосовые придают бесподобный запах и очень вкусная начинка получается. У нас такая ореховая с абрикосовым запахом. Тесто вытаскиваем из холодильника. Оно у нас недостаточно охладилось, потому что сегодня я немножко тороплюсь. Если у вас есть время, можете оставить его даже на 2 часа в холодильнике. Разделим тесто на 4 части. Конечно, приблизительно, ничего я не взвешиваю. 4 части у нас получается. Тесто очень податливое, как я вам уже сказала, и очень хорошо раскатывается. Если у вас будут затруднения, чуть-чуть присыпьте поверхность мукой.
Раскатываем как можно тоньше. У меня получается вот такой большой-большой круг. Приблизительно где-то 38-40 сантиметров в диаметре должно получиться. Как вы уже поняли, тесто нужно раскатать тоненько. Разделяем круг на 8 частей. С каждой части у нас получится 8 рогаликов, сигареток, как хотите их называйте. У нас назвали их дома и мутаки, и сигаретки. Этот рецепт, мне кажется, знают все. У нас дома всегда присутствовали эти печенья на столе. И они мне, как так сказать, напоминают молодость. Я их очень часто-часто делаю. Распределяем равномерно начинку, приблизительно чуть-чуть меньше столовой ложки. Этой начинки хватает на 32 штучки. Загибаем края и сворачиваем, как обыкновенный рогалик. Ничего сложного нету, получается очень быстро. Мне кажется, вся прелесть в начинке и в тесте. Они получаются хрустящие и очень-очень вкусные. Вот такие они у нас получаются. Делаем все рогалики, распределяем начинку, чтобы они у нас получились такие тоненькие немножко. Закрываем краюшки и сворачиваем. Я вам не буду сейчас показывать все тесто, как я сделала. То же самое делаем со всеми 4 кусочками. 4 кусочка теста раскатываем, режем, сворачиваем. И у нас получается 32 рогалика. Перекладываем их на противень, который мы застелили уже бумагой. Духовка у нас уже разогревается на 180 градусов. Вверх-вниз. Выпекаются приблизительно 13-15 минут. У меня выпекались ровно 15 минут. Перекладываем на противень. Как вы уже поняли, они у меня не поместились сразу все на противень, поэтому я их выпекала 2 партиями. Перекладываю первую партию на противень. Посмотрите, какие они у нас внутри. Начинка очень вкусная. Мне намного больше нравится, чем с белками. Попробуйте. Здесь вы можете уже делать с вкусом, который вам нравится. Можете даже клубничное варенье добавить. Ровно 250 грамм. Посыпаем сахарной пудрой. И точно так же сделаем и со второй партией. Главное, их охладите чуть-чуть, чтобы они не были горячими и тепленькими даже. Держатся очень долго. Приблизительно 5-6 дней точно они у вас будут. Если, конечно, они выдержат столько у вас на столе. У нас дома все любят эти печенья. Они и с чаем, и с кофе, и, как вам сказать, очень-очень выручают. Палочка-выручалочка, так сказать. Что я вам хотела сказать про начиночку. Если у вас дома нету никаких орехов, можете сделать просто с любым джемом. Получается точно так же вкусно. Приготовьте, мои дорогие, попробуйте. Мне кажется, вам понравится. Пишите мне в комментариях, понравилось вам или нет, помните или нет этот рецепт. Всегда с удовольствием читаю все ваши комментарии. Ну что, мои дорогие, готовьте, пробуйте. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.